Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Сегодня у нас понедельник, 5 декабря, и я продолжаю свою предновогоднюю уборку. 2 дня я отдыхала, но сегодня с новыми силами буду убираться. Просто у меня была бессонница, так что восстанавливала сон. Ну, плюс-минус восстановила. Первые 2 дня засыпала хорошо с таблеткой, с димедролом. На 3-й день хотела и так спать, подумала, что усну. Действительно уснула, но через 2 часа проснулась и все. Пришлось пить таблетку. И сегодня я, естественно, планировала уже часов в 6 утра встать, но получилось встать только половина 11, к сожалению. Вот. Но это была моя ошибка, надо было выпить димедрол, когда я легла. Сейчас я буду завтракать. Завтрак у меня, как всегда, стандартный. Кофе, каша. И после я, скорее всего, наверное, где-то часок там дораскрашиваю то, что мне требуется по моему хобби, потому что нужно будет еще снимать итоги. Но, правда, итоги декабря, поэтому я могу это сделать в любой момент, но хочу сейчас пораскрашивать. У меня как раз должна разморозиться куриная грудка, и я буду делать, во-первых, ужин, и нужно еще сварить суп, потому что потом уборка этого сделать не даст, а из еды ничего не приготовлено. И уже потом смогу приступить к уборке. Я уже позавтракала. Кстати говоря, мультиварку я пока не убрала, хоть и помыла. Ну, я ее уберу именно сегодня, потому что нужно там освободить место, где она будет храниться. Я решила, что сейчас я сразу не пойду раскрашивать. Поскольку мне нужно приготовить обед и ужин, на ужин нужно разморозить куриную грудку. Она за 5 минут не разморозится, хотя я могу это сделать как в ростере, так и на плите. Ну, в смысле в духовке. И там есть функция разморозки. Ну, я решила, пусть оно само по себе размораживается. Я сейчас сварю борщ. Поставлю тушиться овощи. Вот как раз тут свекла, морковь. Все это нужно натереть на терке. Поставлю тушиться, также поставлю вариться бульон, но у меня суп будет без мяса, но все равно картошка должна отвариться, капуста. Ну и как раз пока все это будет готовиться, я начну там раскрашивать, что я собиралась. Вот. А когда уже приготовлю обед, там и посмотрим, как и что буду делать. Если куриная грудка разморозится, я сразу приступлю к приготовлению ужина. Если нет, может быть, сбегаю, получу заказ в Читай-город. У меня там 3 заказа. 1 с аккаунта любимого и 2 с моего аккаунта. Ну и потом ужин приготовлю, а потом будет уже уборка. Ну, потому что действительно на кухне много всяких дел, потому что убираться сегодня я продолжу именно на кухне. И, лучше сразу закрыть вопрос с едой. Чищу овощи. Все-таки очень нравится мне из Икеи чистилка. Классная она, такая удобная, самая удобная, пожалуй. В сковородку я уже налила воды, добавила лимонный сок, у меня вот такой, для того, чтобы борщ сохранял свой яркий цвет. Зажарку из ашана добавила, приправу, и немного томатной пасты. Так, ну а теперь надо натереть овощи. Это моя любимая терка Декок, она обалденная, конечно. При озвучке заметила заляпанный домашний костюм, извините, в общем, да, уборка. В итоге овощи поставила тушить, варится бульон. Ну, а я пойду заниматься своими раскрашивательными делами. Правда, в сковородку я немножко переборщила воды, но это не страшно. Пока готовится еда, я приступила к раскрашиванию, потому что мне нужно дораскрашивать здесь и вот в той раскраске. Борщ готов. И здесь я замариновала куриную грудку. Я
Мне просто одной много, я разделила на 3 части. Вот это вот на сегодня, ну, в смысле, не только на сегодня, вообще на приготовление ужина. А эти 2 порции, ну, на следующие разы. Я в пакетиках все это замариную, ну, постоит, и вечером уже в морозилку уберу. Приправа у меня для курицы вот такая, очень хорошая, но это бальзамический уксус. Так, сейчас я переложу все, борщ, в другую емкость, кастрюльку помою, плиту помою. Ну, правда, сейчас я там, где накапала, протру, а помою попозже, потому что еще будет готовиться ужин. Суп перелила вот в эту супницу советскую. Не знаю, мне что-то, я когда разбиралась в посуде, увидела ее, раньше к ней была равнодушна. Не, ну, по-моему, пироги я с капустой туда один раз складывала. Мне показалась очень классная тема. В общем, я ее как следует помыла, вот, и обдала кипяточком. И решила, что в холодильнике так будет значительно симпатичнее смотреться, чем в кастрюльке. Тем более, все равно в большой кастрюльке я никогда, ну, последнее время не разогреваю суп, естественно. Все-таки стала себя приучать, но соблазн всегда такой есть, а потом нужно кастрюльку отскребать. Вот. А тут уже точно соблазна не будет. Сразу половник и маленькая кастрюлька. Не, ну... И использовать эту посудину надо. Ну, понятное дело, раньше в таких супницах больше было, наверное, как бы надобности. А сейчас, как бы, это не совсем актуально, но зато красиво. Сейчас попью цикория и, наверное, уже буду готовить ужин. Я вон ту салатовую подставку под горячее пока сюда повесила, но я думаю, вы уже заметили, что я не любительница, чтобы было все наставлено, то есть у меня жидкость для мытья посуды, губки, они все в шкафчике спрятаны, то есть здесь только цветы и вот аромат для дома. Вот, а на рейлинге у меня баночки, прихватки и вот в основном вот эти штуки. Но знаете, я что подумала, я как-нибудь докуплю баночек под разные специи, но для супа я специи не буду пересыпать, потому что мне удобно один пакетик на одну порцию. А остальные специи, да, переложу в эти баночки, и пусть это висит, это как бы будет красиво. А вот эти прихватки, прочее, я с рейлинга уберу, потому что меня они, честно говоря, подбешивают здесь. В конце концов, когда я начинаю готовить, я лучше там, допустим, из ящика вытащу там прихватки, сюда повешу, чтобы было удобно, там еще на один крючок, не знаю, там вот какие-то вот эти штуки, а потом все посушила, убрала, чтобы вот этой красоты здесь не висело. Ну, по крайней мере, у меня и так мало, но я хочу, чтобы еще меньше. Ужин тоже готов. Больше собиралась готовить, чем потратила на это время. Я уже попробовала, получилось очень вкусно, собственно, как и борщ. Сейчас здесь настоится, потому что вот эта вот хрюшка хорошенько держит так тепло. Все это пропитается и будет очень здорово. Здесь вот 98 калорий на 100 грамм, ну а калорийность супа и того меньше. В общем, сейчас еще подружка напишет, поедем забирать заказ в Читай-город. И сейчас пока помою посуду, здесь вот осталось, только-только приготовила. Едем в магазин. Сегодня уже другой день. Вчера пришла, забрала заказ, стала, естественно, все смотреть и так далее. Потом отсняла очень длинное видео, но зато она 1 января, наверное, выйдет. И порадует тех, кто любит такие длиннющие часовые видео. Потому что там будет и покупки, и за тест этих покупок, и сравнение. Короче, вот так вот. Ну что ж, а сегодня тоже делала свои дела, и сейчас к вечеру начну убираться. Ну, как бы, это нормально, зато с удовольствием. Сейчас буду мыть ростер. Снаружи, изнутри. Купила как раз таки меламиновые губки Fix Price. Ну, к слову сказать, то, что они подорожали до 79 рублей, они своих денег, честно говоря, не стоят. Ну, в общем, взяла одну, разрезала пополам, так будет удобнее. Также взяла фольгу, потому что у меня там противень, и у меня там лежит фольга. Ее я выброшу, положу новую, но перед этим помою противень.
Ну, а если где-то потребуется будет и для духовок и плит, я вполне совмещаю. Это если там что, антисептик очень крутой, всякие вот эти губки, зубная щетка. Ну, в общем, посмотрим. Сразу скажу, что здесь я ничего жирного не делала, и вот эти подтеки, они не отмываются, потому что я так думаю, что это какой-то конденсат, и по металлу такое, к сожалению, случается. То есть вот это абсолютно ровная поверхность, то есть никаких загрязнений, и ничем это не убрать. Вот, соответственно, это я выбрасываю. Сюда нужно будет вот это средство. Начала мыть, открутила ручку, потому что вот там было не подлезть. Но проблема в том, обидно, что вот стекло никак снять нельзя. Вот непродуманная конструкция, жесть. Помыла вот это место под ручкой, ну и вообще со всех сторон все повертела, покрутила, помыла, там ножки и так далее. Вот здесь вот, к сожалению, желтизна тоже ушла, но не сильно. Но я думаю, что, может быть, я либо еще раз сейчас намажу или потом. А вообще, может быть, ее покрасить, не знаю. Ну, так-то намного лучше. Следующее это блендер-суповарка, но ей пользуюсь регулярно, поэтому она здесь так и будет стоять, ну и, соответственно, в общем, надо ее помыть. Сейчас чистила вот эту вот часть, я ее, короче, хорошо помыла, все, причем она не была как-то сильно испачкана, потому что я ей пользуюсь постоянно протираю. В общем, пока долго я с ней мучилась, пока не поняла, в чем дело. Черный цвет, на ней даже ворсинки остаются. В итоге взяла вот эту тряпку полироль и полироль от Золушки. Жаль, уже нигде не продается. Вот. И, соответственно, натерла. Теперь она хотя бы нормальная. Там у меня еще замочена крышка, она всегда принимает на себя основной удар, но при этом она должна быть идеально чистой, потому что если хоть капля загрязнений, то, в общем, она работать не будет. Сейчас буду вот эту штуку мыть, хотя, опять же, мою постоянно, причем использую даже функцию самоочистки. Ну, я уже даже подумываю, не убрать ли мне всю технику отсюда, потому что... Ну, во-первых, я не люблю загромождение поверхности, а во-вторых, с ума сойдешь это мыть, потому что одно дело, вот чайник забрызгивается, его не проблема, поставила в раковину, намазал этим средством и помыл как бы, а вот с этой, это же, ну, чайник-то обычный, а это электричество. Сейчас я буду разбираться в этой тумбочке, потому что там не так много всего лежит. Нужно хорошо все сложить, посмотреть, что нужно, что не нужно. Все пропылесосила, прошлась моющим пылесосом, губкой с мыльным раствором. Еще раз все это моющим пылесосом убрала, потом побрызгала антисептиком, вот, которым там и в больницах убирают, но это не хлорка, ничего такого. И инструменты обрабатывают, вот. Протерла, пусть теперь окончательно сохнет, а я буду тут все мыть, вытирать то, что тут хранилось. И здесь же, я думаю, поставлю мультиварку, возможно. Периодически я вот так переставляю, но не знаю, оставлю я или нет. Вообще вот как стояло, мне нравится больше. Но посмотрим, переставить назад не так сложно, тем более, что я потом планирую здесь доделывать ремонт и все-таки избавиться от этой стены, то есть от этой плитки. Хочу здесь вот такие кирпичики в цвет обоев. Ну тут, если кто не знает, у меня жидкие обои и такие, потому что... Почему я так сделала? Потому что вот эта стена у нас греется, у нас все трубы, за исключением газа, у нас спрятаны в стене, и поэтому, да, собственно, при любом бы раскладе обои могут по углам отклеиться. И вот я могу сказать, что на кухне таких у меня прецедентов нет. На сегодня я закончила убираться, но зато пока я убиралась, я пришла к некоторым выводам. Во-первых, я все-таки, знаете, неделю назад примерно, я все-таки
подумала, что нужно вот сделать такую же мозаику доделать здесь. Но я как-то говорила, что вот там вот, где труба, мне... Почему я изначально это не сделала? Как бы это вообще-то был бы не вопрос, но я подумала, что вот там труба, и очень стрёмно, там зазор маленький, и было бы стрёмно оттуда снимать плитку и класть новую. Вот. А в принципе плитка, она начинается вот от трубы, то есть, но все равно вот когда вот так вот видно, что там была бы другая. Но я все-таки стала понимать, что, наверное, ну и пусть будет другая, а здесь зато будет нормальное продолжение вот такой мозаики. Вот. Но, не знаю. Сейчас я стала что-то так подумала, что, может быть, как быстрый временный вариант сделать... вот такую панельки такие, хотя я против этого, вот точно такие же, например, такого же цвета плюс-минус, временно, а потом уже докупить и сделать. И дальше вот тут вот это уже сделать под кирпичики. Ну и, соответственно, здесь. Не, ну тут-то вообще все просто. Снять эту плитку, положить новую. В общем, я буду думать. Стало меня это все напрягать. Надо было тогда, когда я делала ремонт, всем этим заняться. Тем более, что плитку я класть люблю. Ну, насчет кирпичиков, может, я и правда сейчас пока обойдусь панельками. Здесь в теории можно было бы купить плитку. Но я посмотрю. Я прям на 100% не решила, что это будет. Но у меня вот там вот специально для плиты заземленная розетка. Я ее в теории могу отвинтить, могу привинтить, конечно же. Вот. Но, не знаю, надо это было пока любимой тут был сделать. Короче, я буду думать. Завтра я займусь плитой. Вот. Сейчас я единственное только тут протру, потому что я готовила. Буду мыть, как я и собиралась, духовку. И вот там ящик, я им почти не пользуюсь, там ну, какая-то мелочевка лежит, я ее уберу, может быть, буду хранить кастрюльки, сковородки точнее. Здесь я, кстати, отвинтила и помыла ручки, они, оказалось, грязи на них не было, они потемнели. Вот. Мультиварка сюда не влезла, я ее убрала в икеевский шкаф, а оттуда перенесла шашлычницу и найсер-дайсер. Ну и тут всякие вот эти мелочи поставила. Есть что выбросила. Еще, видите, осталось место даже. Тут вот в пакетах у меня силиконовые формы. А в том пакете всякие для изготовления вареников, пельменей. А будет тут стоять эта тумбочка, или я ее поставлю, как она была, тоже не решила. Переночую с этим вариантом. Ну и вот я там выбросила и формы для льда, и какой-то поднос, потом, в общем, что-то еще там для миксера какую-то форму отдельно покупала. В принципе, может быть, и вообще все отсюда уберу. Ладно, это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мой инстаграм 37 рыжие 38. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения. До скорой встречи. Пока-пока.